Добрый день, мои дорогие! Как ваши успехи в русском? I'm Natalie, you're watching my channel Natalie Practical Russian, where I try to help you with Russian language. This is the second part of the video and the following 6 Russian words for advanced or maybe intermediate or maybe advanced level. Firstly, I'll tell you a story. This story is about our fears, and in the second part, I'll give you more examples with new Russian words. And if you don't know, I have free material with common Russian phrases. You can get it for free. Click on the link below. The link is in the description section. I appreciate it. And now let's practice in Russian. Сегодня новый день и моя новая история для вас. О чем я хочу поделиться с вами сегодня? О чем именно я хочу поговорить с вами? Если честно, я без понятия. Мы можем поговорить о страхах. Я могу рассказать вам о своих страхах, или я могу рассказать вам в общем, какие страхи мы испытываем и почему. Да, думаю, это интересно. Именно эта тема мне интересна сегодня. Именно на эту тему я хочу поговорить сегодня. У нас есть страхи, у людей есть страхи, и это нормально. Страх – это чувство, мы испытываем страхи. Какие именно страхи бывают? Например, страх одиночества, страх высоты, страх темноты, страх перед неизвестностью. Да? Мы боимся одиночества, мы боимся высоты, мы боимся темноты, мы боимся неизвестности. И, наверное, в разные моменты жизни люди испытывают страхи. Не наверное, а точно. Конечно, мы испытываем страхи, потому что у нас есть врожденные страхи. Когда мы в опасности, наш организм предупреждает нас об этом. Это работает инстинкт самосохранения. Например, мы боимся высоты или темноты, потому что это опасно, и мы можем умереть. И наш организм говорит нам об этом. Наш организм предупреждает нас, что это опасно. И в этом случае работает страх. И, наверное, это хорошие страхи. Но также у нас есть и другие страхи. Например, страх перед неизвестностью. Мы боимся делать что-то новое, потому что мы не знаем, как это будет. И у меня тоже есть этот страх. Мы боимся пробовать, потому что мы не знаем, что будет в будущем. И это, наверное, это нормально испытывать этот страх. Да, у меня тоже есть этот страх. Мне и интересно, и страшно одновременно. Я боюсь, я не знаю, что будет. И, наверное, в этом случае также работает страх неудачи. Мы боимся проиграть, мы боимся потерять что-то важное. Не знаю, мы боимся потерять деньги, или мы боимся показаться смешными, мы боимся показаться глупыми на работе. И у нас есть этот страх неудачи. Но над страхами можно работать. Чего именно вы боитесь? Может быть, вы боитесь выступать перед людьми? Насколько я знаю, это самый распространенный страх. И у меня он тоже есть. Я боюсь выступать на публике. Но над такими страхами можно работать. Есть разные методы. Самое главное – это начать. Самое главное – это сделать первый шаг. Вам лишь надо попробовать в первый раз и потом делать это опять и опять. Лишь такой метод работает. Вам надо сделать усилия над собой в первый раз, и в следующий раз вам уже не будет так страшно. Когда вы повторяете это действие, когда вы делаете это опять и опять, вы работаете над своим страхом. Если у вас что-то не получается, вам надо повторять и делать это снова, и у вас все получится. Вряд ли можно получить хороший результат с первого раза. Вряд ли можно научиться водить машину с первого раза. Конечно, нет.
Вряд ли можно стать хорошим блогером с первого раза. Конечно, нет. Вряд ли можно стать хорошим специалистом с одного раза. Однозначно нет. И часто нам кажется, что задача очень трудная. Нам кажется, что это почти невозможно сделать. Нам кажется, что это почти нереально. Но когда мы начинаем пробовать, вроде бы это не так трудно, вроде бы это даже реально, вроде бы это возможно, вроде бы мы можем сделать это, и мы даже видим результат. Мы можем намного больше, чем нам кажется. И я верю в это. Именно эта мысль помогает мне в жизни. Надо лишь попробовать сделать это. У вас не получается с первого раза? Ничего страшного. Вам надо пробовать опять и опять, пока у вас не получится. Вроде бы это трудно, вроде бы это страшно, но когда вы увидите результат, вы поймете, что это было не так страшно. И вряд ли вы будете жалеть. Конечно, нет. Вы будете гордиться собой. И это прекрасно. И сейчас новые слова. Номер 1. Именно. Именно значит точно. Когда мы хотим уточнить, что именно он сказал, что конкретно он сказал. Я хочу знать детали. Что именно вы ищете? Что именно вы хотите? Я хочу именно это, я не хочу другое, я хочу конкретно эту вещь. Где именно они сейчас? Я хочу знать, где конкретно они находятся, в каком месте. Номер 2. Наверное. Наверное, это значит, мне кажется, я предполагаю. Наверное, будет дождь. Наверное, она забыла. Наверное, он не придет. Они, наверное, опоздают. Номер 3. Опять. Опять значит снова. Делать что-то снова. Она опять забыла ключи. Что опять случилось? Что-то случилось до этого, и сейчас случилось что-то опять. Случилось что-то снова. Почему вы опять здесь? Опять надо начинать сначала. Номер 4. Лишь. Лишь значит только. Это лишь предположение. Она лишь хотела помочь. Он лишь хотел знать правду. Мне надо лишь время. Мне надо только время, и я сделаю. Номер 5. Вряд ли. Вряд ли значит я сомневаюсь, и я думаю, что нет, что это не произойдет, что этого не будет. Вероятность меньше 50%. Вряд ли. Я вряд ли закончу сегодня. Мы вряд ли успеем. У нас вряд ли получится. И номер 6. Вроде бы. Вроде бы это мне кажется, что это будет, что это случится. Вероятность больше 50%. Я думаю, что скорее всего да. Вроде бы он приятный молодой человек. Вроде бы мы будем вовремя. Вроде бы это недорого. Вроде бы дождь закончился. This is not an easy Russian lesson. If you don't understand everything, that's perfectly normal. I believe that when you listen to any Russian audio, you're improving your Russian. To get better, you can write down interesting phrases from this video and try to say your sentences. Okay? If you haven't gotten my free book yet, click on the link below to download it. That's completely for free. This book has common Russian phrases for travel, if you want to visit Russia one day. I hope so. I wish you a good day, хорошего настроения, хорошего дня, счастливо!